Всем огромный привет! Вы находитесь на канале «Сказочная страна амигуруми». И сегодня я хочу вам показать мастер-класс на вот таких вот маленьких веселых тыковок. Они с висячими ножками. Вот. У них в виде украшения паутинка. Размер тыковок 7 сантиметров. 7 сантиметров, начиная от кончика хвостика и до задней части, нижней части вернее, 7 сантиметров. Вот такие веселые тыковки у меня вышли. Вот. Их можно использовать как маленькую игрушечку, как подвеску на рюкзак или подвеску в машину. То есть можно придумать все, что угодно. Нравится. Если они вам понравились, то, пожалуйста, я приглашаю вас на мой мастер-класс и приятного просмотра. Для вязания тыковки нам понадобится оранжевая пряжа или другой оттенок. Можно рыжая, можно любой оттенок тыквенной пряжи, можно сказать. У меня это Himalaya Dolphin Baby, цвет 80-316 цвет. Любой оттенок зеленого, этикетки нету, но это на 100 грамм 120 метров. Также нам понадобится полухлопковая пряжа, это Yarnard Jeans для вязания паутинки. Ну и для ножек понадобится просто тоже любой оттенок оранжевой пряжи. Можно коричневой, можно зеленые ножки сделать, то есть тоже роли не играет. Дальше нам понадобится четверочка, мы будем вязать тыковку, 2,5 крючок, это нужно для вязания ножек и для вязания полухлопковой пряжи, в общем. Также глазки 10 миллиметров. Глазки 10 миллиметров. Маркер, ножницы, иголка. И также понадобятся бусинки. Любые. Я приготовила показать вам, какие бусинки. В принципе, можно просто даже узелочки взять. Ну, можно и бусинки. У меня есть разные бусинки. Коричневые, белые, желтые, зеленые. То есть тоже можно взять любые бусинки, 4 штучки. Либо просто на концах ручек и ножек связать узелочки. Это тоже на ваше усмотрение, если нет бусинок. Специально покупать для этого не нужно. Просто можно сделать узелочки. Все, давайте свяжем с вами тыковку. Итак, приготовила крючок номер 4. И сейчас будем вязать полотно для тыквы. Набираю 16 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Набрала я цепочку из 16 воздушных петель. Теперь со второй петли от крючка провязываем 15 столбиков без накида по цепочке. Итак, провязала я полотно, вернее, провязала я первый ряд. Теперь второй ряд. Набираю одну воздушную, разворачиваю вязание и за заднюю стеночку петли, я вяжу тоже 15 столбиков без накида. За заднюю стеночку петли. Все полотно мы будем с вами вязать за заднюю стеночку петли поворотными рядами. Провязали следующий ряд, второй, третий ряд.
Опять я набираю одну воздушную, разворачиваю вязание и вяжу с первой петельки за заднюю стеночку петли. Тоже 15 столбиков без накида. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 27 рядов. Вот такое вот полотно поворотными рядами за заднюю стеночку петли, как я уже говорила. Я уже закрепила ниточку. И теперь будем сшивать деталь. Не стала показывать, потому что все ряды они одинаковые идут. За заднюю стеночку петли вязала все ряды. Вот. Теперь соединяю тоже, сшивать можно, что, ну, как бы здесь нет разницы. Они все ряды одинаковые, поэтому я просто складываю пополам деталь и буду сшивать за полупетельки. Вот. За полупетельки, не спеша, буду сшивать деталь. В каждую петельку вот так. Давайте так прошьем. Итак, закрепила я хвостик. Вот такой шов у нас получается. Я ее не выворачиваю. Приготовила ниточку, которой буду стягивать одну сторону. Хвостики я тоже не обрезаю, потому что я буду наполнять холофайбером, и хвостики пойдут вместе вовнутрь. Поэтому я с наружной стороны меленькими такими стежочками стягиваю полотно. Взяла полухлопковую пряжу. В принципе, цвет пряжи тоже не имеет значения, потому что мы все будем скрывать, мы все будем ввязывать, поэтому ниточку видно не будет. Вот так. Двойную взяла и меленькими стежочками по самому краю я стягиваю полотно. Сначала прошиваем. Дошли до узелочка. Вот дошли до узелочка. И теперь стягиваем полотно. Все стянули. Вот. И завязываю на узелочек. Это будет все, это все изнаночная сторона, поэтому здесь красота в принципе не нужна. Мы ниточки все будем оставлять здесь. Единственное, можно еще сделать узелочки. Вот вот так. Вот так. Ну, в принципе, достаточно. Все, я хвостик обрезаю. Хвостики здесь остаются. Выворачиваю деталь. Все. Вот это внутри все остается. Теперь давайте набьем холофайбером нашу деталь. Итак, наполнила я холофайбером.
деталь. Делаю ее не слишком плотно, потому что мы будем стягивать, поэтому не слишком плотно набиваем. Приготовила я подлиннее иголочку, подлиннее, и тоже двойную ниточку. Большую уже длинную ниточку, потому что мы сразу будем стягивать и сразу будем дольки с вами вывязывать, стягивать саму деталь. Сделала большой узелочек, и давайте с вами стянем это отверстие. Итак, сшила я деталь, ниточку я не обрезаю. Теперь с вами смотрим визуально и делим приблизительно на равные части. Если там будет... Ввожу иголочку, для этого мы с вами взяли вот эту длинную иголочку, и вывожу через центр. Затягиваю и уже делю уже все части, стягивая при этом тыковка небольшая, поэтому если у нас будет не 8, а 7 частей, то это не имеет значения. Вот так. Поделили 2, 4, 6. 6 долек получилось. Считала 7, но получилось 6. Ничего страшного. Вот такая тыковка получается. Вот. И еще раз давайте стянем. Вот так. Все, долька получается у нас. И теперь я делаю узелочек через пряжу. Вот так. И вывожу в обратную сторону опять и обрезаю хвостик. Вот так. И обрезаю хвостик. Все, тыковка у нас готова. Вот. Теперь давайте с вами свяжем хвостик и нижнюю часть, чтобы закрыть вот эти вот все неровности. Теперь берем зеленую пряжу. Итак, делаем нижнюю часть. Я набираю 2 воздушные петли. Вяжем теперь нижнюю часть. Набираю 2 воздушные петли
И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали. Теперь в первую петлю предыдущего ряда я делаю соединительный столбик. Обрезаю хвостик и фиксирую ниточку. Все, нижняя часть готова. Я завязываю на узелочек. Так как это маленькая деталь, я ее буду приклеивать. Поэтому просто обрезаю и немножко припаливаю концы. Все. Нижняя часть готова. Теперь давайте с вами свяжем кудри. Набираю 16 воздушных петель. Это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И теперь провязали. Теперь со второй петли от крючка я провязываю 15 столбиков без накида. Без прибавок, без убавок. Просто провязываю по цепочке. У нас очень низко летают самолеты, поэтому не знаю, слышно вам или нет, но окно открытое, и мне очень хорошо слышно. Так, теперь обрезаю хвостик, фиксирую ниточку, вот, и просто беру вот так вот и закручиваю. Все, вот такая вот у нас кудря готова. Теперь давайте с вами свяжем верхнюю часть тыковки. Итак, набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю провязываю 6 столбиков без накида. Первый ряд провязан. Теперь со второго по 4 ряд провязываю 6 столбиков без накида по кругу. Три. Выворачиваю вот так вот пряжу, деталь. Так, второй ряд провязан, подтягиваю хвостик. Вот второй ряд провязан, теперь еще 2 ряда. Давайте так провяжем 2 ряда. Итак, провязала я 4 ряда. Теперь 5-й ряд. Провязываем все прибавочки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Вот такая деталь получается. Теперь я обрезаю хвостик. Фиксирую ниточку. Прячу ниточку вовнутрь.
Вот верхний хвостик у нас получился. Теперь кудри я беру крючок поменьше, одеваю с внутренней части и просто просовываю через деталь. Вот так. Здесь я завязываю на узелочек. Так, и тоже вовнутрь вставляю. Все, теперь давайте с вами возьмем тыковку и приклеим эти две части. Итак, приклеила я хвостики, нижнюю часть, верхнюю часть. Вот, и теперь вставила глазки. Вставляю глазки я, смотрю уже по самой, как бы, мордашке, можно сказать. Во-первых, глазки я вставляю посерединке. Делю тыковку на две части, вот так, пополам. Вот, и вставляю глазки именно посерединке самой тыковки. Вот, единственное, что смотрю, чтобы симметричны были и чтобы они, как бы не были ни далеко, ни близко, то есть уже смотрим на свое усмотрение. И тоже теперь буду приклеивать глазки. Итак, приготовила я оранжевую пряжу. Для ножек я уже говорила, что можно взять либо зеленую, либо коричневую. Но у меня это оранжевая. И я беру крючок 2,5. Хвостик небольшой оставляю. И набираю 30 воздушных петель. Цепочку из 30 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тридцать. Обрезаю хвостик, оставляю небольшой хвостик и просто вытягиваю. Все, вот такая вот цепочка у нас получается. Теперь что мы с вами делаем? Выбираем бусинки. Я уже говорила, либо узелочки просто вяжем, либо бусинки. У меня это будут беленькие бусинки в этот раз. Вот, и я делаю узелочек, чтобы не выпала бусинка. Закручиваю. Аккуратненько, не спеша, делаю такой вот узелочек. Вот на конце, чтобы не выпала бусинка, обрезаю, оставляя небольшой хвостик. Дальше беру иголочку,
одеваю. Вторую часть одеваю в иголочку, вставляю ниточку. Теперь, смотрите, ножки у нас будут, ну, симметрично глазком. Ножки будут симметрично глазком, поэтому я смотрю, чтобы у меня было посерединке. Во-первых, это посерединке, там, где у нас зеленый вот этот вот хвостик. Вот я вставляю. А вывожу приблизительно, где должна быть ручка. Ну вот, например, здесь. Давайте попробуем. Или нет, слишком близко, возле глаз. Давайте немножко вот так. Чуть-чуть ниже. Может быть так. Вот так. Тоже смотрите, чтобы это было симметрично. Если что-то не получится, ну, то можно всегда это убрать. Ну, в принципе, достаточно. Я думаю, мне подходит. Вот, смотрим, чтобы это было симметрично. Все, мне нравится все. Я оставляю. Теперь беру вторую бусинку. Вот. И делаю второй узелочек. Вот сделала узелочек, обрезаю хвостик, бусинку и смотрю, чтобы ножка была длиннее, чем ручка. Вот так. И давайте сделаем вторую точно так же. У меня уже есть, я уже приготовила одну часть. Теперь одеваю иголочку. Вот. И точно так же с обратной стороны симметрично. Чтобы вторая ручка была тоже симметрично нашей первой ручки. Все, вроде бы симметрично. Если что-то не получается, можно всегда переделать, можно всегда вытащить и переделать. Ну, я думаю, у меня все нормально. Беру последнюю бусинку, вставляю в отверстие. Вставляю в отверстие и опять делаю узелочек. Обрезаю хвостик небольшой, коротенький. И все. Наша тыковка готова. Вот смотрите, чтобы были одинаковые ножки и ручки. Все по размеру. Ну и давайте вышьем с вами ротик. Давайте приготовим черную пряжу, черную ниточку. Итак, я приготовила черную ниточку. Можно швейную взять, можно взять полухлопковую, то есть уже значения здесь не имеет. Все, и давайте с вами вышьем ротик. Так.
общем, будем посмотрим, чтобы это было тоже симметрично. Вроде бы симметрично. Если что-то не так, то тоже всегда можно переделать. И я вот одеваю. Если слишком тоненький ротик, я его просто вот так вот плавно продеваю, чтобы он был, во-первых, чтобы плавный переход. Если вам не нравится резкий переход, то вот такой вот плавный. За счет того, что мы с вами вот так вот продевали сквозь ниточку, и плавный переход получился. Все. Теперь давайте спрячем ниточки. Теперь давайте свяжем с вами паутинку. Я беру белый полухлопок Yarn Jeans, как я уже показывала, и беру крючок 2,5. Кольцо амигуруми я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваю колечко. И делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Первый ряд провязали, второй ряд. Набираю 2 воздушные петли. Это будет считаться столбик с накидом. Теперь набираю еще 2 воздушные петли. То есть всего 4 воздушные петли. Делаю накид. И в следующую петельку, в следующий столбик, вернее, я провязываю столбик с накидом. Дальше опять 2 воздушные. Набираю, накид делаю и провязываю следующий столбик с накидом. Таких столбиков должно быть 6. Опять 2 воздушные, накид, в следующую петлю столбик с накидом. Опять 2 воздушные, накид и провязываю столбик с накидом. Опять 2 воздушные и столбик с накидом. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 провязали. Теперь делаем соединительный столбик во вторую петлю, во вторую воздушную петлю в самом начале, где мы провязывали. Вот, и появился у нас первый ряд провязан. Дальше следующий ряд. Второй ряд провязан, третий ряд. Набираю 2 воздушные. Теперь набираю 4 воздушные петли. Это считается как столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь между столбиками у нас будет 4 воздушные петли. Делаю накид. И в следующий столбик, там где у нас был столбик, вот, я прямо в эту петельку вставляю крючок и провязываю столбик с накидом. То есть я вяжу четко по столбикам. Воздушные петельки я пропускаю. Набираю опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь делаю накид и провязываю над столбиком, провязываю столбик с накидом. Вот так. Опять 1, 2, 3, 4. Воздушные, по воздушным петлям я не провязываю, а вставляю крючок там, где столбик. И провязываю. Опять 1, 2, 3, 4. И там, где столбик, провязываю столбик с накидом. Опять 1, 2, 3, 4.
Воздушные петельки не вяжу, а вяжу уже там, где столбик провязан. Вот провязали, теперь 1, 2, 3, 4. И во вторую воздушную петлю делаю соединительный столбик. Вот провязали второй ряд. Третий ряд. Набираю 2 воздушные. Теперь провязываю, будем между столбиками вязать 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаю накид и провязываю. Воздушные петельки я не провязываю, а вяжу там, где наш столбик. В петельку там, где столбик. Вот так. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю накид. По воздушным петлям я не вяжу, вяжу там, где столбик. Столбик с накидом. Один, 2, 3, 4, 5, 6. И провязываю там, где столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 воздушных петель, делаю накид и в следующий столбик, пропуская воздушные, провязываю столбик с накидом. И теперь осталась одна у нас секция. Набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6 и делаю соединительный столбик во вторую петлю предыдущего ряда, во вторую воздушную петлю, все, обрезаю ниточку, закрепляю, и паутинка связана. Теперь нам нужно просто приклеить паутинку к нашей тыквочке. Так, ну что ж, я спрятала концы. Теперь я буду сейчас приклеивать паутинку, но это как украшение. Вы можете в любое место приклеить. Вы можете вот так вот приклеить, можете пришить ее. Но я лучше приклеиваю, потому что нет смысла, я считаю, нет смысла абсолютно в том, чтобы на такую маленькую игрушечку пришивать. А вот, так как я связала паутинку, она немножко больше, я ее хочу вот так вот сбоку, но мешает ручка. Я хочу вот эту ручку продеть в эту паутинку, чтобы она была свободна. Вот. Вот, и сейчас вот так в виде украшения, вот так вот приклею эту паутинку. Сначала серединку приклею, и потом от серединки буду уже вот. Смотрите, как смотрится. Интересный вариант. Вот, и ручка наша свободно двигается. Все, теперь бортики, только бортики вот эти вот проклею, и все. Вот эти вот бортики.
Все. Ручка свободна. Все, и паутинка приклеилась. То есть я клею только вот эти вот бортики. В принципе, можно и вот эти вот проклеить. Но я их не клею, потому что... Хотя вот здесь можно приклеить еще. Вот так. Все, вот такая вот у нас тыквочка вышла. Можно здесь связать маленького-маленького паучка. Типа сделать наклейку. Ну, я не хочу. Мне кажется, достаточно, потому что слишком много будет нагромождено. В эту маленькую тыквочку будет слишком много элементов мелких. Вот, поэтому... Кто хочет, может себе связать такую аппликацию в виде черного паучка и тоже сюда посерединке приклеить. Вот. Ну, я не хочу нагромождать вот эту тыквочку. Она и так очень миленькая. Вот. И она у нас улыбается с ножками. Вот. И поэтому не хочу черного паука, который, мне кажется, все испортит. А тыква уже не будет такой веселой смотреться и милой. В общем, связали мы тыквочку. Тыквочка, размер тыквы 7 сантиметров высота, начиная от хвостика, заканчивая нижней частью. Высота тыквы 7 сантиметров. По диаметру 8 сантиметров. Вот так, если мерять. В общем, вот такой вот кругленький вариант. Надеюсь, вам все понравилось, у вас все получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.